Ну и теперь сага о моих многострадальных арбузах. В этом году с арбузами, конечно, такая сложноватая ситуация получилась. Было холодно, был мороз. И виноград замерз на улице, и арбузы в теплице, им явно все не нравилось. Выглядят они, те, которые замерзли и не хотят расти, выглядят они вот так. И даже я посадила новый кустик, и он все равно выглядит вот так. Почему? Да потому что я сглупила. Вот это теплица, и казалось бы, здесь должно быть тепло, но вот здесь я вот так вот сделала пленочкой, да, чтобы холод снизу не шел, потому что вот здесь оказалось, что есть щель. Ветра были преимущественно западные, и через вот эту щель прекрасно задувал холодный ветер. И я это заметила только через 3 недели после того, как высадила свои арбузы. Арбузы сказали: да, похоже, мы тут расти не собираемся. И вот выглядят вот так. Ужасно. Все виды голодания налицо. Вот это, кстати, магниевая. На старых листьях такая пятнистость. Да, так что крайние арбузики пострадали очень сильно. Вот так. Видно, что за эту неделю, вот этот арбузик я вообще не беру во внимание. Тут вместо него посажена замена. Но вот эти, допустим, видно, что за эту неделю вот наросло вот такое, вот такая плеть. В качестве, поскольку сейчас я уже все равно смысла нет ничего пересаживать, я, конечно, их оставлю, посмотрим, что будет. В крайнем случае я вот с тех растений, которые дают хорошие плети, сюда что-то пущу, здесь место займется. Но вот такой вот опыт горький, что вот здесь щель в теплице, и эта щель задуло мне холодный воздух. Да, сейчас я ее уже заткнула с той стороны спанбондом, сейчас здесь уже не дует, и вот за неделю арбузы, в общем-то, оклемались, пришли в себя. Вот это тоже сидират, который надо убрать. А вот мои арбузики. Пошли большие достаточно плети. Вот они по земле растут. Вот. Видно, как они хорошо стали нарастать. Они поняли, что, в общем-то, о них заботятся. Тепло им обеспечили. Вот они начали цвести. Вот видно, сколько они нарастают. Вот это вот все я подкручу. И видно, что за 5 дней они наросли вот так. Некоторые наросли даже больше. Есть вот такой побег, который нарос вот насколько. Это, кстати, растение на фиге. Да? Нет, на тыкве. Это растение на тыкве привитое. Вот такое. Вот здесь в этом месте может переломиться стебель, поэтому нужно быстренько его обкрутить. Одной рукой обкручивать не буду. И сейчас с утра очень хрупкие растения. На них еще капельки влаги, роса. Поэтому подкручивать лучше ближе к 12 часам, когда растения будут более вялыми и уже не будут так ломаться. Так что в отличие от дынь, на арбузах пока завязей нет. Вот если на таком появятся женские завязи, то уже, в принципе, можно будет и опылять. Вот он, маленький арбузик. Можно будет его опылить. Есть плети хорошие, есть плети, которые растут больше по боковым побегам. То есть наступило тепло. Хозяйка закрыла дырку, через которую дуло. И арбузы поняли, что, наверное, можно уже и расти. Ой. Ничего. И опыт цен ошибок трудных. Умные учатся на чужих ошибках.
Я тоже стараюсь учиться на чужих ошибках, но и у себя могу допустить такую досадную оплошность. Вот они, арбузики. Так что, когда сажаете свои арбузики, следите, чтобы на них нигде не дуло. Сегодня я, наверное, попытаюсь их удобрить вытяжкой из чего-то вкусного. И огурцы, и арбузики. Вот тут в бочке у меня мама что-то навела. Тут трава, вода. И все это бродит уже несколько дней. Но странно, запаха вонючего нет. Вот помидоры, конечно, я не буду. Ой, смотрите, как цветет помидор. Сейчас приближу. Вот какой. Это черик. Но он не растет вверх. Он как будто индетерминантный. Да, детерминантный. А рядом вот индетерминантный. Вон какой высокий. А это детерминантный. Вот такая вот арбузная эпопея. Хорошо на даче, да? Особенно хорошо, когда 3 дня выходных. И когда приезжаешь, кажется, все успею сделать. Ну, посмотрим, все ли я успею сделать сегодня. Эх, арбузики. Всем удачи. Всем прекрасных урожаев. Пока-пока.